года назад мы купили RV-трейлер для путешествий по Америке. Это видео для всех, кому интересны особенности конструкции больших американских трейлеров, кому важно посмотреть, как там все устроено. А также будет очень полезно для всех, кто планирует покупать не новый трейлер и собирается делать там ремонт. Мы специально сделали длинное техническое видео, так что приготовьтесь. Нам самим очень не хватало такого видео в момент покупки трейлера. Не хватало именно картинок, изображения того, как там устроена конструкция, что находится внутри стен, что скрыто за обшивкой. Потому что при покупке трейлера вы не можете посмотреть внутрь, вы не узнаете, что спрятано под отделкой, под покрытием пола или за потолком. Это видео поможет вам лучше понимать, при каких повреждениях снаружи, что вас ждет потом внутри в плане ремонта. И тогда вы сможете лучше оценить, какие усилия и средства вам потребуются на него. Иначе можно очень здорово прогадать и купить трейлер, в который нужно будет очень много вкладываться. Мы откроем все, везде покопаемся, покажем подробно все инженерные системы и коммуникации, и посмотрим все жилые помещения. Еще увидите, где внутри может протекать вода и какие бывают последствия этих протечек, как мы их ремонтировали. Когда покупаешь трейлер, никто же не даст вскрывать обшивку, чтобы посмотреть, не текла ли по стенам вода. Сейчас мы уже знаем, куда смотреть, но только потому, что у нас самих оказалось достаточно много мест, требующих ремонта. Да, в этом плане вам повезло, как раз, а нам, может быть, не очень. А вы посмотрите все это. Погнали! Если мы начинаем рассказывать про трейлер, то давайте начнем с того, что у него снаружи. И самое главное в трейлере, это чтобы он был непроницаем, то есть чтобы его контур был закрыт. Если мы с вами смогли сделать так, что трейлер герметичен, то есть в него не впадает вода, то дальше можем делать с ним все что угодно. Можем его ремонтировать, можем на нем ездить. Если у нас с вами трейлер течет, то что бы мы с вами ни делали, все внутри будет портиться. Мы купили трейлер с Water Demolition, были протечки, мы знали об этом, мы сознательно на это шли. Мы понимали, как и что мы будем ремонтировать, где-то наши ожидания оправдались, где-то наши ожидания не оправдались. Конструкция трейлера состоит из большого количества разных деталей. Мы видим стенки, двери, слайдеры. Слайдер конструкция сложная, у него тут есть много разных швов, везде может попасть вода, и все эти места нужно сделать герметичным. Вначале, когда мы купили трейлер, мне показалось, что швы у него в хорошем состоянии. Потом я начал их уже ковырять, понял, что много где герметизация деградировала, поэтому мне было проще просто все это дело вскрыть и все это дело заново заклеить. И я заклеивал все, вот, начиная от таких простых швов, до вот буквально до винтиков, которые я тоже герметизировал. Если говорить про герметизацию, то очень важным куском, понятное дело, является крыша, которая не должна протекать. Крыша у трейлера устроена очень интересно. Вначале, когда я только покупал трейлер, я думал, что она пластиковая, но нет. Везде, и у прицепов, и у автобусов, крыша трейлера — это такой ковер виниловый. Они называют это винилом, я не знаю почему. Это такой плотный материал, прочный, эластичный. Крыша — это просто куски фанеры, сверху на которых лежит виниловый ковер, который, собственно, по периметру весь загерметизировал. Я уже у себя по всей крыше прошел, сейчас у меня крыша точно не течет. Я вот сейчас... Последняя у меня была борьба, это борьба с протечками вот в таких маленьких щелях, которые маленькие скрытые трещинки. Перед тем, как мы пойдем внутрь, давайте посмотрим, что у трейлера находится снаружи. Это вот отсек для хранения. Очень большой, очень здоровый, сюда можно залезть, здесь можно валяться. Здесь даже гениальные американские инженеры придумали розетку, в том числе розетку антенну. Наверное, чтобы всегда можно было закрыть детей, которые плохо себя ведут, поставить им здесь телевизор. Вот здесь, внутри этого сториджа, очень хорошо видно, как сделан трейлер. Вообще у трейлера нижняя рама металлическая, то есть это сама тележка, к которой крепятся колеса. Все, что выше этой металлической рамы, это алюминиевый каркас. Вот мы здесь видим как раз балки алюминиевого каркаса половые. Соответственно, точно из такого же каркаса сделаны стены. Это очень хорошо, потому что он легкий, он не гниет. Очень приятный материал, космический. Далее, разные инженерные системы. В первую очередь, это вода. То есть это вот тут разные системы труб. Это у нас обогреватель водяной, он работает и от электричества, и от газа. Это у нас насос, который обеспечивает давление воды в системе. Это фильтрация.
Здесь вот есть разные системы переключений между водой из бака, внешней водой. Это у нас канализационная система, которая Great Tank. Вот тоже то, что идет из передней части трейлера, это от стиральной машинки. Здесь мы видим трубы водоснабжения. Это воздуховоды отопителя. То есть они из одного уровня в другой уходят, перебрасывают горячий воздух. Отопление здесь воздушное, как в принципе везде в Америке. Вот это вот толстая канализационная труба унитаза. А это у нас вакуумный пылесос. Здесь такая система центрального пылесосания. В этом люке находятся газовые баллоны. 2 газовых баллона. Один закончился, переключили на второй. Тот второй заправляем. Вообще газовая система трейлера устроена очень интересно. От газа в трейлере работает, понятное дело, плита, холодильник. Холодильник здесь двухтопливный. Он может работать от 110 вольт, либо от газа плюс 12 вольт. Также от газа здесь работает водяной отопитель. Отопитель тоже может работать от 110 вольт, либо от газа. И от газа здесь работает отопитель салонный, то есть отопитель, который делает теплый воздух. Это маркиза. Она открывается, защищает от солнца, от дождя. В передней части прицепа есть еще один большой сторидж. Вот такой вот он классический, он есть у всех фифтвиллов, у всех прицепов такого типа. Тут тоже очень большой. Сюда залезает человек. Здесь там до потолка, наверное, около метра. Сюда много чего может влезть. Крюк цепного устройства. Это та железка, за которую трейлер буксируется. Здесь цепное устройство очень похожее на то, как присоединяются прицепы у фурах, только поменьше размером. Ну и, соответственно, трейлер подключается кабелем к грузовику. Здесь есть электрические тормоза, потому что без электрических тормозов тормозить не будет. Так что, соответственно, здесь у нас получается тормоза, зарядка аккумулятора, стоп-сигналы и огни габаритные. Также есть вот такой вот аварийный тросик. Если его выдернуть, то трейлер начинает автоматически тормозить. Это если что-то произойдет с цепным устройством, что-то рассыпется, чтобы он не катился по дороге, куда не глядя, а просто остановился. С этой стороны у нас есть люк, в котором находится аккумулятор. Здесь сейчас у нас один аккумулятор. Здесь можно поставить люк большой, поставить аккумуляторов можно много. Некоторые сюда ставят, особенно те, кто стоят в дикую долго на природе. Мы пока не планируем так, нам надо работать. Это тот сторидж, который я уже показывал. Это вход в него с этой стороны. Здесь находится все подключение воды. За этим люком находится газовая часть водонагревателя. Этот люк – это технический доступ к задней части холодильника. Там техническое пространство. А это выход отопителя газового. Тут воздух и выхлоп. Вот еще один интересный лючок. Это люк вытяжки над плитой. Редкий случай, когда вытяжка действительно выкидывает что-то на улицу. В левом заднем углу у нас есть розетка для подключения внешнего электрического питания. Это вот такой здоровый мощный кабель, он на 50 ампер. Это максимально. Еще бывает в парках подключение на 30 ампер. Это вот такой вот переходник. Ну и, соответственно, можно подключить кабель 15 амперный. Я купил себе все 3 вида переходников. Здесь горловина бака для воды. А вообще к трейлеру можно подключить воду 2 способами. Можно залить в бак воду сюда, и она будет насосом накачиваться. А можно подключить напрямую воду из какой-то внешней системы водопровода к трейлеру. Также сзади трейлера находятся дополнительные задние опоры, которые выдвигаются после того, как трейлер ставится на стоянку, для того, чтобы он не прыгал, когда мы по нему ходим. Основными регулируемыми опорами трейлера являются вот эти вот передние опоры. У них есть электрический привод, их можно включить. Вот сейчас они медленно-медленно выдвигаются, очень медленно. В настоящий момент трейлер стоит очень низко, потому что у нас наклон площадки довольно существенный туда, в сторону кормы. Обычно трейлер стоит выше. Вначале мы выставляем трейлер по горизонтали вот этими электрическими ногами, а потом выкручиваем задние дополнительные опоры для того, чтобы трейлер не трясся при ходьбе по нему. По краям слайдеров стоят вот такие вот довольно толстые уплотнители. Это даже не резина, это какой-то такой хороший материал. Он явно старый, но в хорошем состоянии. Вот он прилегает, и я посмотрел, когда идет дождь, вода как раз идет вот здесь. Соответственно, когда слайдер уезжает в ту сторону, этот уплотнитель вот туда вот так вот заворачивается.
Слайдер, когда открывается и закрывается, он немножко приподнимается. Вот так вот, видите, вверх. Он уходит вверх, а потом уже начинает задвигаться внутрь помещения. Это сделано для того, чтобы пол потом, после как слайдер выдвинется, был ровным. Если заглянуть под слайдер, мы видим механизм выдвижения слайдеров, видим раму. Слайдер можно регулировать по высоте, выставлять то, насколько он должен прямо, под каким углом он должен входить в трейлер. Мы видим снизу это днище трейлера, получается передняя часть она пониже, задняя часть повыше. Здесь обычная такая тележка, рессоры, без амортизаторов, 2 оси. В принципе, все очень просто, очень надежно. Здесь у трейлера находится слив канализации. У трейлера есть 2 канализационных системы. Есть так называемый Black Tank. Это то, куда впадает все из унитаза. И есть Grey Tank. Даже 2 таких танка. Это куда впадает вода из раковины в ванной и из раковины на кухне. Одной ручкой мы открываем Black Tank, другой ручкой мы открываем Grey Tank. Обычно есть парки, где мы постоянно подключаем трейлер к канализации. Есть парки, где мы трейлер там раз в 3-4 дня загоняем на сьючую станцию, на канализационную станцию. Тогда вначале сливается Black Tank, а потом водой из Grey Tank промываются все, как их называют, твердые фракции, которые были в Black Tank. Так, ну здесь сзади у нас есть номер с подсветкой, это понятное дело, лестница. То есть это такой очень используемый девайс для владельцев трейлера, потому что если что-то надо, на крышу лезешь и делаешь. Я там уже кучу раз был. У бампера открывается крышка, туда можно убирать канализационный шланг. Очень хорошее место, потому что здесь он ничего не способен испачкать. У трейлера есть лестница. Лестница складывается. Есть много разных конструкций лестниц. Это мне нравится. Это прочная, упругая. Есть лестницы более шаткие, есть лестницы с подставками. Пошли внутрь. Сейчас очень удачный момент показать конструкцию трейлера, потому что у нас пока не закончен ремонт, и у нас пока открыты многие места, которые потом будут уже спрятаны под декоративной отделкой. Первое, на что хотел обратить внимание, посмотрите на высоту потолков. У трейлеров вот такого вида, у Fifth Wheel, потолки высокие. То есть это трейлеры рассчитаны на большее жизненное пространство. Трейлеры, которые цепляются сзади к крюку, они обычно ниже. Там потолки примерно вот такой вот высоты. Мы специально покупали такой вид трейлера, потому что мы когда сравнивали, прям вот они рядом стояли на площадке, где их продавали, прям разница была очень значительной. Конкретно в нашем трейлере была очень ярко проявлена болезнь всех трейлеров. Это так называемый задний шов. Это место, где крыша сзади примыкает к задней стенке. Трейлер, когда едет, он трясется, вибрирует. И это место, где самая большая амплитуда, и там первым появляются трещины. Такое вот, это задняя доска. Вот так вот ковер задрали сюда. Вот я вскрыл крышу, достал утеплитель, все достал. Сейчас еще немножко надо будет усилить потолок. Вот я вклеил доску новую. Она уже прикручена и приклеена. Сейчас я уже буду закрывать ковер обратно. В этом трейлере текла вода. В итоге вода вот текла внутри всех этих стенок. Мы когда его купили, мы сразу вскрыли всю обшивку этих стен. Протечки мы обнаружили при покупке. Просто нажимали на стены внутри трейлера руками, и там, где текла вода, под обоями не было жесткой стены. Она была мягкая, как поролон, продавливалась пальцами, потому что за обоями все сгнило. Наш трейлер стоял под открытым небом и протекал, похоже, не 1 год. А хозяин, кажется, на него просто плюнул, и от постоянной сырости в мокрых местах завелась плесень. Об этом опытному человеку сказал бы и резкий запах внутри трейлера, но мы были неопытные. Поменяли в них утеплитель и сделали новую фанеру. Вот сейчас вот это уже у нас после ремонта все. Здесь уже все, тут уже Анюта все покрасила, фанера, видите, и все получилось как новенькое. Когда я вам рассказывал про важность герметизации трейлера снаружи, то я имел в виду, что любая самая маленькая протечка, которая попадает в трейлер,
потом может высыхать очень долго. Здесь очень много таких скрытых полостей, которые плохо проветриваются. Вот, например, здесь, вот в этом углу, я ремонтировал кусок пола, потому что здесь прям кусок был довольно сильно сгнивший. Мне пришлось вырезать, вклеивать, вот, вкручивать кусок доски. В итоге получилось все очень хорошо, прочно, но пришлось повозиться. Вот здесь мы видим, какие разрушения могут быть, если вода течет, и это все не сохнет. Вот, например, здесь вот просто она сгнила. Сейчас мы здесь высушим все. Я все это дело залью эпоксидкой с опилками, восстановлю, и потом уже здесь сделаем пол, задвинем диван. Вот сейчас идет на улице дождь, и мы проверяем, где еще наш трейлер течет. И мы нашли еще одно место протечки. Посмотрите, тут вот влажный пол. Оказывается, вот тут вот в раме есть места, где саморезы прорезали саму раму. Неправильно крепили раму. Видите, вот здесь вот люди, которые их закручивали, они криво воткнули саморезы, видимо, прямо на производстве. И получается, что вот вода должна стекать вот туда, через вот это вот специальное отверстие для воды, а она стекает внутрь. Я хочу показать вам, что находится внутри трейлера. Вообще, друзья часто спрашивают, а как вы будете жить в трейлере? Где вы будете спать? Где вы будете мыться? Будете ли вы что-то есть? Вот, поэтому я вам сейчас покажу, какие в трейлере есть основные зоны, чтобы никто больше не волновался. Нам будет где спать, где есть, и где мыться тоже будет. Итак, мы находимся в кухне. Она совмещена с гостиной. Из гостиной раздвигаются в стороны два слайдера для увеличения объема этой гостиной. В торце у нас рабочие места. На кухне у нас есть холодильник с морозильником. Вот здесь на холодильнике переключатели, он может работать на газу или от внешнего источника питания. Здесь много достаточно больших, объемных, удобных шкафов для хранения всяких принадлежностей на кухне. Микроволновка, плита с 3 газовыми конфорками, с духовкой, с вытяжкой. Ну, здесь свет какой-то можно включить над плитой. Ящики обычные кухонные для хранения всякой кухонной утвари. Еще шкафчик. Фасады сделаны из массива дерева, дверцы очень качественные. Вот очень большой шкаф для посуды, у которого есть даже аж целых 3 дверцы, чтобы в него добраться. Так что никакой самый дальний уголочек не останется неисследованным в этом шкафу. Вот и раковина. Раковина двойная. Она накрыта крышками. Но для увеличения поверхности рабочего стола кухонного, понятно, что места, конечно, не так много. Но знаете что, мне кажется, это все равно похоже на какую-то маленькую однокомнатную квартиру. Мы насчитали здесь, если считать в метрах, наверное, чуть меньше 30 квадратных метров всего. Для двоих действительно вполне достаточно. Пойдемте покажу ванну. Согласна, ванну большой не назовешь. Шкафчик, раковина, кран, еще шкафчик внизу под раковиной. И сюда можно много всего уместить. Белье. Вот унитаз здесь такой необычный, такой яхтенного типа. Надо после того, как им пользовался, нажать ногой на педаль, откроется слив и сверху польется вода, чтобы все смыть. Ну, вообще, может, нам и не придется часто им пользоваться. Мы знаем, что в RV-парках всегда в шаговой доступности от трейлера есть комфортабельные туалеты, душевые, лаундри, можно постирать белье. И мне кажется, что мы оставим эту конструкцию как запасной вариант или когда плохая погода. Ну и, собственно, душевая кабина, вот она, кстати, большая. Прям большая, не только для меня большая, но и даже для Василия она тоже вполне подходящая по размеру. Здесь нормально можно будет помыться. Ну и пойдемте посмотрим спальню. И в третьем выдвижном слайдере нашего трейлера у нас спальня.
Здесь есть двуспальная кровать. Как видите, нам есть где спать. Матрас размера queen size. Тоже много разных шкафчиков и полочек для хранения вещей. Матрас поднимается, под матрасом ящики для белья и система выдвижения слайдера. И очень вместительный шкаф-купе. И вот тут в шкафу есть специальная подготовка для того, чтобы подключить стиральную машинку. То есть горячая холодная вода, а американцы всегда подключают машинки и горячей холодной воде, и канализация. Вот хочу обратить ваше внимание вот на эти отверстия. Я их сделал сам. Я во многих скрытых местах, которые потом не будут доступны, сверлил такие отверстия, чтобы понять, в каком состоянии у нас находится пространство между стенок. Там внутри фольгированная минеральная вата, утеплитель и стенка. Толщина стены трейлера примерно 5-7 сантиметров. Вот уже вентиляционный люк на крыше. Толщина крыши составляет где-то примерно 15 сантиметров. Вот здесь вот видно каменная вата, утеплитель. Также мы видим алюминиевые балки, конструкционные крыши. Тут все отделано фанерой. Вот это вот тот самый материал, тот самый винил, материал крыши, про который я рассказывал ранее. Такой вот ковер, он с одной стороны белый, изнутри он темный. Вот я вижу сейчас, что он в прекрасном состоянии, хотя ему больше, чем 10 лет. Хотя гарантию мне дают лет на 20-30. В санузле тоже есть свой собственный лючок. Вот так вот можно открывать его, закрывать. И тут к тому же еще есть вентилятор для того, чтобы вытягивать воздух. Здесь есть датчики, вот это конкретно карбоновый датчик, то есть датчик углекислого газа, а там еще внизу стоит датчик пропана. В трейлере все самые важные системы работают от 12 вольт. Это слайдеры, которые выезжают, ровно половина освещения, система управления, то есть, например, питание холодильника идет от 12 вольт, плата управления холодильником. Есть вторая здесь электрическая система 110 вольт, это все розетки, которые идут в трейлере, и часть света у нас получается под 110 вольт. Вот это вот электрический щиток, он, соответственно, под два напряжения. Этот блок весь отвечает за напряжение в 110 вольт. Вот этот вот блок отвечает за напряжение в 12 вольт. В том сторидже внизу стоит инвертор, который преобразует 110 вольт в 12 вольт. Сейчас удачный момент, когда все шкафчики сняты и открыты все полости. Обычные классические направляющие для шкафчиков, которые используются много где. Там внутри просто такие деревянные конструкции. В принципе, все сделано просто и достаточно надежно. Все очень хорошо ремонтно-пригодно. Вот там снизу мы видим нагреватель. Это как раз отопитель газовый. Хорошим примером нескольких сетей в трейлере электрических является вот этот блок розеток, который находится на столе, где по задумке дизайнеров трейлера должен был стоять телевизор. Вот мы здесь можем видеть розетку на 12 вольт включаемую, выход антенного кабеля какого-то, и вот еще один выход антенного кабеля. Также мы здесь видим телефонную розетку. В нашей жизни это уже не актуально. Ну и розетку на 110 вольт. Предыдущий хозяин трейлера сделал разводку аудиосистемы. Я пока не знаю, буду я использовать ее или нет. Провода точно удалять не буду, может быть, когда-нибудь пригодится. Это шкафчик главный с выключателями. Мы видим включение света, освещение уличное под навесом, два тумблера выдвижения задних слайдеров, датчики состояния танков, панель управления водонагревателем. Соответственно, можно его сделать, включить только электрический нагрев, только газовый нагрев и автоматический. Система управления климатом управляет и кондиционером, и отопителем, в зависимости от того, что нужно, нагревать или охлаждать. Кондиционер здесь воздух не греет, кондиционер здесь воздух только охлаждает. Но электрическая розетка на 110 вольт и телефонная розетка, опять же, не актуальна. Давайте скажу пару слов про освещение. Освещение здесь разбито на несколько зон. Есть отдельно зона кухни, есть отдельно зона гостиной. Плюс еще отдельно здесь висела старая люстра, мы ее сняли. Анюте она не очень нравилась, повесили поменьше и поинтереснее. Также есть в каждом слайдере свои светильники. Вот этот светильник, кстати, на 110 вольт. Соответственно, есть подсветки такие локальные еще вот здесь вот есть. И в слайдере тоже есть подсветки. Это у нас 110 вольт, 110 вольт, 12 вольт.
Ну, Америка страна южная, поэтому без кондиционера здесь жить может быть достаточно трудно. Во всех трейлерах есть кондиционеры. Минимум один. Очень часто есть два. В нашем трейлере стоит один, но достаточно мощный. От этого кондиционера по потолку идут воздуховоды в спальню, то есть он дует как сюда, так и туда. Мы его включали, он у нас работает. Отопление в трейлере воздушное. Тут стоит газовый отопитель. Как и везде в Америке, воздух выходит из пола. Вот здесь есть такая решеточка для теплого воздуха. Вот можно посмотреть в кухне. Еще есть одна решеточка для теплого воздуха. Такие же решеточки есть в санузле и в спальне. Пол — это фанера, 20 миллиметров фанеры. Я там ее мерил, смотрел. Значит, здесь изначально, видимо, когда-то давно лежал линолеум. Потом предыдущий хозяин все положил что-то типа такого гибкого ламината. Мы сейчас все это сняли, выкинули. Здесь тоже были вот влажные места. Сейчас это все сохнет. Тут все достаточно прочное. Тут, слава богу, ничего не сгнило. Данный трейлер сделан в так называемом летнем исполнении. То есть здесь в окнах нет стеклопакетов. Здесь в окнах стоит одинарное стекло. Бывают трейлеры зимние, они, видимо, утеплены получше, и там окна с стеклопакетами. Ну, нам такой был не нужен. Собственно говоря, мы не планируем жить в холоде. Вентиляция окон сделана следующим образом. Крутим вот такие ручки здесь. И окно открывается и закрывается. С моей точки зрения, очень удобно, потому что даже если идет дождь, можно так вот приоткрыть окно, а брызги попадать не будут. На всех окнах есть обязательно сетки. Есть еще окна, которые по-другому открываются. Подводим итоги. Мы купили этот трейлер за 10 тысяч долларов, мы добавили еще 4 тысячи, а плюс наше время. Но альтернативой был бы бэушный трейлер за 25-30 тысяч долларов, причем не факт, что не потребовалось бы тоже что-то там ремонтировать. Надо понимать, что ремонтные работы в итоге были очень значительные в нашем случае, куда больше, на что мы рассчитывали в начале. Мы потратили на это 4 месяца в свободное от работы время. Другим советую очень трезво оценивать свои силы, время, а главное наличие площадки для ремонта недалеко от дома. Важно в самом начале правильно выбрать трейлер для проекта. Так американцы называют любую покупку, которую надо серьезно доделывать и ремонтировать, а не сел и поехал. В нашем случае не потребовалось восстанавливать целостность конструкции. Мы работали только с отделкой и немного с крышей. Плюс Мы сэкономили деньги, да. я теперь уверен в тех системах, которые внутри, потому что я все проверил, отремонтировал и привел в порядок. Мы ни в коем случае не хотим вас отговорить от покупки трейлера и его ремонта. Мы и сейчас считаем, что в нашем случае мы сделали верный выбор. Данное видео для того, чтобы ваши представления стали ближе к реалиям. Да, так вообще тема-то интересная. Если покупать старый трейлер, который изначально был сделан в премиальном сегменте, то есть качественно и из хороших материалов, его хорошо отремонтировать, то вы сразу еще и получаете нужный вам дизайн. Дизайн в том виде, в котором вам хочется. Цвета, занавески, сантехника, мебель, фурнитура, общий стиль. Но по ремонту и отделке мы выпустим отдельное видео. Ставьте лайк, подписывайтесь. А в следующие видео будут уже о нашей кочевой жизни в этом РИ. Да.